Доброго времени! С вами Видогор. И я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня, продолжая традицию, хочу познакомить вас с духовно-энергетической причиной болезненного страха открытых пространств и общественных мест и решение, способствующее исцелению. А в конце видео по традиции вас ждет энергетический звуковой массаж вихрей, основное предназначение которого – это запуск процессов гармонизации и исцеления духовно-энергетической причины агорафобии. Он создан в потоке энергии джива и гармония, которая очень благоприятно воздействует на сознание, оказывает исцеляющее и успокаивающее воздействие. Также гармонизирует карму, наполняет любовью, приносит успех и богатство. Данный видеоэнергосеанс рекомендуется просматривать 9 дней по 3 раза в день. Утром, днем, вечером. Если после месяца прослушивания вы не заметили никаких результатов, то по вашему желанию мы можем провести консультацию, выявить основные проблемы и подсказать дальнейший путь исцеления и гармонизации всей вашей жизни. Всем здоровья и успехов! Внимательно читаем описание к видео. Друзья, огромная просьба. Алгоритмы искусственного интеллекта так устроены, что если не поставить лайк и не оставить комментарий к видео, оно не будет предлагаться другим пользователям. Кто впервые на моем канале, приглашаю подписаться. Давайте не дадим шанса искусственному интеллекту кануть в лето этому замечательному видео. Приятного просмотра и прослушивания. Общие сведения о болезни агорафобия. Агорафобия – это сложная фобия, проявляющаяся в виде боязни открытых пространств, больших скоплений людей, перехода широких улиц и площадей, пребывания в местах, которые невозможно покинуть быстро и незаметно для окружающих и так далее. Возникает в результате страхов, связанных с людьми и эмоциональными травмами, полученными в процессе личных или социальных контактов. Может проявляться резкой слабостью, потерей ориентации, ощущением неустойчивости, сердцебиением, потливостью, дрожью, учащением дыхания и страхом смерти. Агорафобия – устойчивый, необъяснимый страх пребывания в толпе, на открытом пространстве и в других местах, которые невозможно незаметно покинуть при развитии панической атаки. Проявление беспомощности или потери лица, якобы подтверждающие непростительную слабость больного или его несоответствие стандартам поведения на публике. Может наблюдаться при панических атаках, паническом расстройстве, генерализованном тревожном расстройстве, социофобии, других психических заболеваниях, невротических и пограничных расстройствах. Пациенты, страдающие агорафобией, не могут пользоваться общественным транспортом, не могут добраться до места работы, а в тяжелых случаях и вовсе не могут выходить из дома. Это серьезно ограничивает их профессиональные и социальные возможности, а также их личные отношения с другими людьми. Агорафобия является одной из самых тяжелых фобий и нередко приводит к инвалидности.
Причины болезни агорафобия на уровне энергетических тел человека. Энергия заблокирована в верхних вихрях праве, око, родничок, вихрь отца, в средних вихрях яви, живот, ярило, гырло и в нижних вихрях нави, вихрь матери, исток, хара. Блокировка на уровне яви. Агорафобия – это болезненный страх открытых пространств и общественных мест. Это самая распространенная из фобий. Женщины страдают ей вдвое чаще, чем мужчины. Многие мужчины пытаются утопить свою агорафобию в спиртном. Они считают, что лучше стать алкоголиком, чем проявлять свой неконтролируемый страх. Страдающие агорафобией также часто жалуются на то, что живут в постоянной тревоге и беспокойстве, почти на грани паники. Тревожная ситуация вызывает у агорафоба целую серию физических реакций: учащенное сердцебиение, головокружение, напряжение или слабость в мышцах, потение, затрудненное дыхание, тошноту, недержание мочи и так далее, которые могут переходить в настоящую панику. Когнитивные реакции, ощущение необычности происходящего, страх потерять контроль над собой, сойти с ума, быть высмеянным публично, потерять сознание или умереть и так далее, а также поведенческие реакции. Агорафоб старается избегать ситуаций, связанных с тревогой и беспокойством, а также с удалением от места или человека, которых он считает безопасными. Блокировка на уровне нави. Страх и другие чувства, которые испытывает агорафоб, настолько сильны, что заставляют его избегать ситуаций, связанных с напряжением и беспокойством. По этой причине агорафоб обычно старается найти близкого, безопасного человека, с которым он мог бы выходить на улицу и появляться на людях, а также безопасное место, где он мог бы прятаться. Некоторые агорафобы заканчивают тем, что вообще перестают выходить из дома, всегда находя для этого какое-нибудь оправдание. Конечно, их страхи нереальны, и катастрофы, которых они боятся, так и не происходят. Большинство агорафобов в молодости испытывают сильную зависимость от матери и потом чувствуют себя ответственными за ее счастье. Агорафоб может помочь себе эмоционально, если наладит нормальные отношения с матерью либо с детьми. Блокировка на уровне праве. Два основных страха агорафоба – это страх смерти и страх сумасшествия. Я встречал агорафобов, у которых за 12 лет не наметилось ни малейшего улучшения. Все дело в том, что страхи возникают в раннем детстве и переживаются в одиночестве. Причиной развития агорафобии у ребенка часто является смерть или сумасшествие кого-либо из его близких. Возможно также, что агорафоб в детстве или юности сам близко столкнулся со смертью, либо перенял страх смерти или сумасшествия у кого-либо из членов своей семьи. Страх смерти пронизывает все уровни личности агорафоба, хотя последний не всегда и не вполне отдает себе в этом отчет. Он панически боится любых перемен, так как перемены символизируют для него смерть и вызывают сильнейшую тревогу и острые приступы агорафобии.
такого рода переменам относится переход от детства к подростковому возрасту, от подросткового возраста к взрослой жизни, от холостой жизни к брачным отношениям, переезд, смена работы, беременность, несчастный случай, разлука, смерть члена семьи или рождение ребенка и так далее. Эти страхи могут таиться на бессознательном уровне на протяжении многих лет. Но в один прекрасный день, когда агорафоб достигает предела своих эмоциональных и ментальных возможностей, они вырываются наружу. Агорафоб обычно отличается очень богатым и неуправляемым воображением. Он изобретает совершенно нереальные случаи и ситуации и внушает себе, что не может пережить воображаемые перемены. Очень часто он принимает эту интенсивную ментальную активность за сумасшествие. Он не осмеливается говорить о своих страхах с кем-либо, так как боится, что его примут за сумасшедшего. Ему следует понять, что это не сумасшествие, а плохо контролируемая сверхчувствительность. Если ты обнаружил у себя описанные выше симптомы, знай, то, что с тобой происходит, не смертельно и не является сумасшествием. Просто в детстве или юности ты уделял слишком много внимания эмоциям других людей, так как считал себя ответственным за их счастье или несчастье. Вследствие этого ты развил в себе чрезмерную восприимчивость, чтобы всегда быть настороже и предупреждать всевозможные несчастья. Теперь самое важное для тебя – понять истинный смысл ответственности. Та ответственность, в которую ты верил до сегодняшнего дня, не принесла тебе ничего хорошего. Самые частые причины агорафобии. С точки зрения пациентов, их страхи необъяснимы. Прямая связь между агорафобией и острой или хронической эмоциональной травмой зачастую не прослеживается. Некоторые больные отмечают, что впервые страх появился в обстоятельствах, связанных с плохим самочувствием или неблагоприятным психологическим состоянием, например, при переутомлении, остром респираторном заболевании, снижении артериального давления, в жаре и духоте, при волнении перед экзаменом или тяжелым личным разговором и тому подобное. На самом деле, развитие агорафобии обусловлено сочетанием нескольких физических и психологических факторов, значимость которых может существенно различаться. Обычно в основе лежит низкий уровень базовой безопасности, ощущение уровня безопасности мира, которые закладываются в детстве и оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. По каким-то причинам в детском возрасте у пациентов сформировался устойчивый образ себя как уязвимого, беззащитного, беспомощного, неспособного справиться с обстоятельствами, и образ мира как заведомо опасного, угрожающего пространства, не прощающего слабостей и промахов. Наряду с особенностями воспитания имеет значение особенности характера больных. Агорафобия часто развивается у чувствительных, впечатлительных, тревожных пациентов, склонных скрывать свои переживания, копить в себе негативные эмоции. Иногда агорафобия возникает после острых травмирующих событий, тяжелой болезни, физического или сексуального насилия, смерти близкого человека, стихийного бедствия, потери работы или пребывания на территории военных действий.
По данным исследований, у некоторых больных агорафобией нарушена связь вестибулярного аппарата с визуальными системами восприятия. Обычно люди без труда поддерживают равновесие и ориентируясь на три вида сигналов: проприоцентивные, тактильные и визуальные. Если равновесие поддерживается только или преимущественно за счет визуальных и тактильных сигналов, возможна дезориентация при пребывании в движущей толпе, попадание на наклонные поверхности и большие открытые пространства с минимум ориентиров. Отмечается связь агорафобии с наследственно обусловленным изменением уровня некоторых гормонов в головном мозге. У больных с агорафобией часто наблюдается вегетососудистая дистония и нейроциркуляторная дистония. При наличии соответствующего преморбидного фона агорафобия может развиться в результате злоупотребления спиртными напитками, стимуляторами, в том числе кофеином, бензодиазепинами и наркотическими препаратами. Симптомы агорафобии. Агорафобией традиционно называют болезнь открытых пространств, однако в наши дни трактовка этого термина существенно расширилась. Под агорафобией понимают боязнь ситуаций, расположенных за пределами зоны комфорта пациента. Больные агорафобией могут испытывать страх при передвижениях вне дома, пребывании на открытых пространствах, в людных общественных местах и в местах, которые нельзя незаметно покинуть. Это общественный транспорт во время движения, кресло парикмахера во время стрижки. Причиной тревоги становится страх публично продемонстрировать свою беспомощность, опозориться перед окружающими при потере контроля и развитии приступа паники. Обычно уровень тревоги снижается, если рядом находится человек, которому больной доверяет. Выраженность симптомов агорафобии и перечень тревожных ситуаций может сильно варьироваться. У одних тревога возникает только при пребывании на площадях или общественном транспорте. Другие не могут ходить пешком без сопровождающего, но свободно передвигаются на автомобиле. Третьим совсем не выходят из дома, а иногда даже дома не могут оставаться в одиночестве. Характерным признаком агорафобии является избегание небезопасных ситуаций. Пациенты организуют свою жизнь так, чтобы не оказаться в среде или обстоятельствах, вызывающих тревогу. При попадании в тревожное обстоятельство возможны тахикардия, учащенное поверхностное дыхание, усиленное потоотделение, головокружение, предобморочное состояние, дрожь, тошнота, неприятные ощущения в желудке и кишечнике и затруднение глотания. Физические симптомы сопровождаются страхом обнаружить свою панику перед окружающими, сойти с ума или умереть. Вне тревожащих обстоятельств обычно наблюдается страх ожидания. Больной заранее начинает тревожиться, зная, что через некоторое время ему придется покинуть зону комфорта. Пациенты с агорафобией страдают от неуверенности в себе и низкой самооценки. Они ощущают себя беспомощными, боятся, что не смогут выжить без помощи других людей, чувствуют, что теряют контроль над своей жизнью. У больных агорафобией часто развиваются депрессии.
может наблюдаться определенная цикличность заболевания, при которой пациент то отвоевывает у болезни какое-то пространство и расширяет зону безопасности, то теряет его. Обычно потери происходят при возникновении каких-то дополнительных травмирующих обстоятельств.
Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент мне неизвестно сильнее и результативнее энергии наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками. Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомир.